thanks to the contribution by these insects. И в том числе благодаря этим насекомым, их вкладу. So after a week now, pain is less. Но спустя неделю уже боль проходит. So we have to use the intellect to do the titiksha. И поэтому нам нужно использовать интеллект для того, чтобы выполнять титикшу. So there are two words that we are discussing, the self-discipline. One is tapa and other is titiksha. Так у нас есть два слова, которые мы используем применительно к самодисциплине. Одно слово это тапа, и второе это титикша. Mind will not allow to follow this tapa and titiksha, this self-discipline. You have to start thinking from your intellect to be regular. Ум не будет склонен выполнять ни тапа, ни титикшу. Нужно использовать интеллект и привлекать его здесь для того, чтобы практика была регулярной. And I am simply saying that listening, learning, then contemplation, reflection is a part of the intellect. And if you contemplate and reflect clearly, it will inspire you to do the practice. И Гуруджи хочет, что слушание и изучение, а затем размышление и обдумывание – это часть нашей интеллектуальной работы, за что отвечает наш интеллект. И если мы будем выполнять размышления и обдумывание, то это нас будет вдохновлять на продолжение пути. So, do you practice any Shanti mantra when you wake up in the morning? Практикуем ли мы какую-то шанти-мантру, когда мы просыпаемся утром? Or you wake up in the morning, your mind says your mood is off, and then the whole day passes in stress and anxiety. Или же когда мы просыпаемся, и ум утверждает, что у меня плохое настроение, то тогда весь день проходит в беспокойстве. I'm simply asking, when you wake up in the morning, do you remember what you have to do for the first thing to do? Гуруджи хочет нас всех спросить, когда мы утром просыпаемся, помним ли мы первое, что мы должны сделать с утра? Now, if you study the text yourself, what happens? The majority of the text talks about sun god and the moon god. Если бы мы изучали самостоятельно тексты, то что тогда происходит? Большинство текстов говорят о боге Солнца и боге Луне. And then they say, offer the water to the sun god and calm down the mind god. И тогда что они говорят следующее, что нужно предложить воду богу Солнца и успокоить бога ума. And now your mind has a lot of doubt. What will happen if I offer the water to the sun god? И когда наш ум задает множество вопросов, и у него появляется сомнение, что случится в том случае, если я предложу воду богу Солнца. Should I give you a surprise? The sun means my intellect, and the moon means the mind. И тут Гуруджи нас удивит.
В данном случае солнце означает, sun means, what? Moon means the mind, And sun means intellect. Солнце означает интеллект, а Луна означает наш ум. Now, every day you are offering the water, but your intellect and the mind do not change. Nothing is going to happen. То есть, если мы просто будем предлагать, как написано в тексте, воду каждый день, то ничего не произойдет. Do you see the importance of learning from a traditional master? Теперь вы понимаете важность обучения у учителя этим традиционным методом. So now see, every day you wake up in the morning, don't forget to chant this mentally. If you don't want to open up to your members of the family, it's okay. Mentally you say Sarve Bhadrani Pashyantu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavi. Meaning? Просыпаясь утром, не забывайте читать эту мантру. Даже если вы не хотите ее вслух читать, чтобы никого не беспокоить, то делайте это в уме. И значение этой мантры Гуру сейчас расскажет. So it simply means let everyone be happy. Let everyone be in the state of well-being. Let everyone be blessed. Let there be no suffering for anyone in the world. И значение здесь такое, что пусть все будут счастливы, пусть у всех будет благополучие, пусть все будут благословлены, и пусть не будет страдания в этом мире. And this is the portion you have done through the moon or the mind. И это тот раздел, та часть, которую мы совершили с помощью Луны или ума. And then comes to the role of the intellect. I have to think, let everyone be happy, what it means. So intellect now pouring the water, it means it is contemplating and reflecting. А теперь вступает интеллект. Он начинает размышлять, что же это означает. Пусть, если я говорю, пусть все будут счастливы, то что это означает? Он начинает это обдумывать, и это и имеет в виду, когда говорится, что он предлагает воду, как бы наливает воду. So your mind has recited the mantra, now the intellect is ready to contemplate and reflect. Let everyone be happy, what it means. Oh, it means the happiness is the property of every living being. So why I am sad now? Now the intellect has taken over the mind. And even if you wake up in the morning and your mind is upset, it is going to change its mood. То есть теперь в работу вступает интеллект после того, как ум прочитал строчку мантры, интеллект должен задуматься, если я желаю всем счастливыми, то почему же я тогда сейчас почему мне грустно? И если он так будет думать, то тогда не будет шанса мне проснуться в плохом настроении. So this is a self-discipline. We are introducing tapa and how easy it is. Это и есть самодисциплина. Мы здесь говорим о тапасии и о том, насколько она простая. And then you do the practice. А после этого мы выполняем практику. How many times you did the practice last week? Сколько раз мы выполняли практику на прошлой неделе? No, I have lot of urgent work to do in the world. The work in the world will never finish.
until you die. Но у меня очень много работы в мире, но нужно понимать, что эта работа в мире, она никогда не закончится до момента моей смерти. Your phone will not stop ringing. И телефон не прекратит звонить. So there comes the role of a self-discipline in the tapa. И здесь самодисциплина и тапасия играет очень важную роль. So you have done the practice. After that, listening and learning. Вот мы сделали практику, и этого необходимо изучать и слушать, слушать и изучать. And after listening, you have to again invoke Sun God. Means I have to contemplate and reflect over the water. А после того, как мы послушали и изучили, нам нужно снова вызвать Бога Солнца. То есть, что это означает? Нам нужно начать размышлять, или другими словами, предложить воду, налить воду. And then you check the state. You have done the 3 sets of practices. And after that, you are ready to take over the world. Whatever the work that you have, you start doing it in the state of calmness, in the state of higher awareness, in the state of clarity of the mind. А теперь, после этого, после того, как мы выполнили эти шаги, то мы готовы теперь проявляться во внешнем мире, мы готовы делать ту работу, которую необходимо делать в состоянии ясности и чистоты ума. And before going to the sleep, you ask yourself how many times I was in anxiety or upset or reacted. А перед тем, как лечь спать, я должен спросить свой ум, сколько раз я беспокоился за сегодняшний день, или реагировал, или расстраивался. This is all comes under tapa and titiksha. Это все относится к тапасе и к титикше. And once you prepare a list how many times, in what situation you were upset, anxiety, reacted, and then again use the intellect and the sun god. И после того, как мы составили такой список, сколько раз мы были расстроены, обеспокоены или реагировали, то снова мы привлекаем интеллект или Бога Солнца. And make it sure that you know the principle. What principle? I am responsible for my suffering and peace and happiness. No one else. И удостоверьтесь в том, что вы четко понимаете такой принцип, что только я в ответе за собственное страдание или за свой мир, если я нахожусь в мире, и никто больше не отвечает за это. So let us start from tomorrow in the morning and see for 6 days how this tapa and titiksha changes you. Давайте тогда начнем с завтрашнего дня, с завтрашнего утра, выполнять то, что Гуруджи нам рекомендовал, и посмотрим за следующие 6 дней, как это изменит нашу жизнь. So what changes we expect? We expect a change in our thought, speech, and action. We expect change in behavior and attitude and response. Какие же изменения мы здесь ожидаем? Мы ожидаем, что изменятся наши мысли, слова и действия, изменится наше поведение и отношения, наш отклик на то, что происходит.
And if we don't do it, just listening and listening, all the sessions one after the other, and forgetting the previous lesson, where is Arman? It will not work. А если мы будем просто слушать то, что говорит Гуруджи, и не применять это на практике, не выполнять эти рекомендации Гуруджи в повседневной жизни, то тогда ничего не произойдет. So you did not pray to the sun god, so it will not bring any result. Sorry, Guruji, you did not pray to the sun god? Sun god, it will not bring any result. То есть да, это означает, что если вы будете просто молиться Богу Солнца, то это не принесет никакого результата. Sun god means the intellect. Intellect means I have to contemplate and reflect. Contemplate and reflect means I have to ask the question what, why, how, where, and when. Здесь Бог Солнца означает наш интеллект, это означает, что я должен размышлять и обдумывать, а это, в свою очередь, значит, что я должен задавать вопросы, что, где, когда и как. Are you all understanding? Все ли понимают? So Sergey, tall Sergey, it has nothing to do with the God. Here I have to check mind, and then I have to understand. I can use the intellect. I can apply these principles. That intellect is the sun god. И тут, обращаясь к Сергею Ефимовичу, Гуруджи говорит, что Бог Солнца здесь ничего общего с Богом не имеет, имеется в виду именно наш интеллект и то, что я должен размышлять и обдумывать и таким образом укрощать свой ум. So once we have, I discussed before that we have 6 conventional methods of purification of the mind. Как Гуруджи уже раньше нам говорил, есть 6 традиционных методов очищения ума. I discussed in detail the yajna, one method of purification of the mind. Second is the charity or the dana. And third is what we are doing is our tapa. И мы уже прошли ячну, дану, благотворительность, и теперь занимаемся третьим методом, это тапасия, тапа. So this tapa, self-discipline at the physical level, at the mental level, at the emotional level. Тапа – это самодисциплина на физическом, ментальном и эмоциональном уровнях. And also I introduced silently the japa part. И также Гуруджи здесь вводит и джапа, то есть повторение мантры. So maybe after the Shanti mantra, I just spend maybe 5 to 10 minutes, and chanting the mantra Om Buddhaya Namaha. После того, как мы читали Шанти мантру, то есть в серии практик, которые Гуруджи сегодня нам описывал, нам стоит 5-10 минут посвятить тому, чтобы пропеть мантру Ом Будхая Намаха. I'm not asking what Buddha did in austerity, in tapasya. Мы не задаем вопрос, что делал Будда, занимаясь тапасией. He was just sleeping on the floor. He was eating one meal a day. He was doing all the practices for 5 to 6 hours a day.
Он спал на полу, он питался не чаще одного раза в день, он по 5-6 часов подряд просиживал в разных практиках. Because he left his kingdom, he left his wife and the son, so he had a tremendous power of the will. Can I increase a little power of the will to start the practice every day in the morning? Он покинул свое королевство, он покинул жену и ребенка, и это означает, что у него была огромная сила воли. Могу ли я применить хотя бы немножко силы воли для того, чтобы попрактиковать утром? So, tapa, there are two words. Self-discipline, one is the tapa, that means endurance. Self-discipline, which is titiksha, it means I have to get an emotional poise. Есть два слова, которые относятся к тапаси. Это самодисциплина одно, а второе это эмоциональная стабильность, что такое уравновешенность, эмоциональная уравновешенность. So understand these two kinds of self-discipline. Your intellect decides to wake up in the morning and first do all these practices. They come under tapa. Давайте разберемся с этой самодисциплиной. Наш интеллект просыпается утром, и он готов выполнять все эти практики. Это относится к тапа. And your car stopped at traffic light and you are into anxiety. You are in a hurry and you calm down. That is self-discipline. Number two is titiksha. А второй тип самодисциплины, который называется титикша, примером здесь может служить такой, что мы куда-то спешим, но нам нужно остановиться перед нас на светофоре, и мы успокаиваем свой ум, когда это титикша. Or simple, your honey says something nasty. Only the honey can say you something nasty. I don't dare do it. And you maintain that calm. That is titiksha. Или же когда мне жена говорит что-то неприятное, и тут только жены и мужья имеют право говорить своим мужьям и женам неприятное, я говорю, что не может это делать, то и мы сохраняем при этом спокойствие ума, то это и называется тикша. No excuse that I am very busy, I have a lot of things to do. Incorporate morning practice and also the evening practice every day. Не может здесь быть никаких оправданий, типа того, что я сильно занят или у меня много работы. Нам нужно встроить и утреннюю, и вечернюю практики, как их описал Гуруши, в нашу жизнь. Your intellect should think, is this self-discipline, doing morning and evening practice, is less important than going to the restroom, than entering into a gossip or fighting with someone? Наш интеллект должен задаться таким вопросом: неужели эти утренние и вечерние практики менее важны, чем поход в туалет или сплетни или же какие-то другие занятия? Think. If you do not think in this way, it will not inspire your mind, and the old mind, its impulsive nature, habits will continue to dominate, and then there will be no change. Думайте в таком ключе. Если мы не будем так размышлять, то тогда наш ум
животный ум, который живет привычками, он возобладает, и ничего с нами не произойдет, мы не подняемся. You know, this self-discipline, two self-discipline are like the like the like the two wings of the bird. One bird pushes one wing makes an active effort, that is tapa, and the other makes a balance, emotional poise, that is the second wing. Эти два типа самодисциплины, которые Гуру только что описал, они как два крыла птицы. Одно крыло – это активная самодисциплина, тапа, а вторая – это самодисциплина баланса или уравновешенности, эмоциональной уравновешенности, это титикша. In tapa, you resolve, you choose, you decide that I will follow this routine until the change comes. Когда речь идет о тапасе, то тогда мы принимаем решение, мы твердо решаем, что я буду делать именно так до того момента, пока не будет результат, не будут изменений. And the self-discipline number 2 means titiksha. Titiksha means, some untoward incident happens in your life. It gives you the power to endure, to tolerate, to keep that mental and emotional poise. А второй тип самодисциплины, титикша, он возникает тогда, когда у нас в жизни случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, и этот тип самодисциплины дает нам возможность выносить это непредвиденное нечто и дает нам возможность сохранять эмоциональный баланс и уравновешенность, спокойствие. You choose the self-discipline number 1 and your mind will naturally move to the self-discipline number 2. You will have endurance, you have an emotional poise, you have a sense of tolerance and a calmness, and it is a matter of few weeks. Every day you wake up and you will find there is a calmness and the poise in your life. И если мы пойдем путем тапасии, если мы решимся и будем действовать, будем практиковать самодисциплину в виде тапасии, то тогда второй вид самодисциплины, то есть титикша, она возникнет у нас естественным образом, и мы заметим, что у нас уже есть эта выносливость, есть толерантность к обстоятельствам, есть естественный покой ума. Are you understanding? Все ли это понимают? Do you promise to yourself? Don't promise to me. I promise to yourself to follow this discipline and you will see the change. Обещаем ли мы, и не нужно обещать Гурджи, давайте пообещаем самим себе, что мы будем следовать этой самодисциплине, и тогда обязательно изменения будут. So what is the difference between tapa and titiksha, or self-discipline 1 and 2? В чем разница между тапасией и титикшей или самодисциплиной первого вида и второго вида? Self-discipline 1, intellect challenges the mind. No, you should wake up in the morning, you have to do all these practices before you wake up to start working for the world. В первом виде самодисциплины интеллект бросает вызов уму. Вот ты должен утром проснуться, и ты должен выполнить обязательно все эти практики до того момента, пока ты не начнешь что-то там делать во внешнем мире. And titiksha means that I have to tolerate. I have to learn how to tolerate without disturbing the mind. А титикша или второй вид самодисциплины говорит нам
учит нас тому, как выдерживать, выносить, терпеть все то, что происходит в уме. Say, for example, someone says something nasty, and now your mind is heating up and burning up. Instead of burning up, you start saying mentally, Om Buddhaya Nama, Om Buddhaya Nama, Om Buddhaya Nama. This will become titiksha. Вот представьте, что кто-то вам сказал какую-то гадость, а вы вместо того, чтобы взорваться какой-то ответной реакцией, вы начинаете про себя повторять мантру. Это и будет титикши. If you don't pray to the sun god, nothing is going to happen. Если мы не будем молиться Богу Солнца, то ничего не произойдет. Did you understand? Pray to the sun god. Поняли ли все, что имеется в виду под молитвой Богу Солнца? I have to think that I am a seeker, and then I have to think that the seeker always succeeds. Then again I have to think what the seeker should do. Morning and evening practice, and during the day, Om Buddhaya Nama is always with you. Я должен думать так, что я искатель, искатель всегда преуспеет, преуспевает, но я также должен думать, а что же мне делать для того, чтобы преуспеть, что искатель должен делать для того, чтобы преуспеть, и это означает, что я должен выполнять утром и вечером практики, а в дневное время, когда я в обычной повседневной жизни, я должен выполнять титикшу. And you will see within a week, this week I wish and I promise that you'll be doing without any fail. And if you do it, you will find there is a spiritual strength and the wisdom, and your mind is getting purified. И если мы будем выполнять эту практику так, как Гуруджи нам предлагает, то уже в течение недели мы увидим внутреннюю силу и мудрость, которая будет нас пробуждаться. Doctor told me you are now 65, so you have to take care of the diet. So even before I was 63, my first meal is full of vegetables and just full of salad. And when I went to the doctor, I said, I'm eating this. Doctor said, you don't put any dressing. I said, no more dressing, no salt, nothing else. So she looked at me. She said, that is good. And that is keeping me the good health. This is also one example of the tapa. Когда Гуруджи последний раз бил к своему доктору, то тот ему сказал, вот вам уже 65 лет, и вы уже должны позаботиться о своей диете, то есть питаться правильно. Что Гуруджи ответил, я с 63 лет питаюсь, первый мой завтрак, первый раз, когда я кушаю с утра, это овощи. Доктор спросил, а вы не заправляете ничем там эти овощи? Нет, никакой заправки нет, просто овощи, даже соли нет. И на что доктор ответил, да, очень хорошо, правильно. И это такое питание, это тоже пример тапаси. It doesn't mean that I will not die. Но это, конечно же, не гарантирует, что Гуруджи не умрет. And then I left all the Indian stuff. I left the wheat, I left the rice, I left the sugar. And I just continue to eat the cereal. That is all. И Гуруджи уже не ест все то, что традиционно в Индии едят, пшеницу, рис, сахар. Он только хлопья
гранула наверх. Yes, сударь. Moon god created lot of challenges, but the sun god took over. Бог Луна, то есть ум, создает множество проблем, испытаний, но Бог Солнца, то есть интеллект, побеждает. So as long as we live, we have to die. As long as we live, at least we should live with a physical, mental, and emotional well-being by introducing the tapa and titiksha. Not only it helps us, but it also purifies our mind. Если уж мы живем, то мы обязательно умрем, но до тех пор, пока мы не умерли, до тех пор, пока мы живы, мы должны жить в благополучии, и в этом нам благополучие на всех уровнях, на физическом, на ментальном, на эмоциональном, и в этом нам поможет тапа и титикша. Lack of self-discipline in your life, it will result into inconsistent practice and it will not bring the result that you are desiring for. А если самодисциплины не будет, то и практика будет такая непостоянная, нерегулярная, прерывистая, и того результата, которого мы ожидаем, мы его не получим. Emotional reactivity will continue. You have a difficulty in maintaining the calmness in challenging life situation. И будут продолжаться эмоциональные реакции, мы не будем иметь того спокойного ума, который мог бы быть в наших повседневных отношениях. Your ego will be very high, and then there is a slow progress in purifying the mind. Эго будет сильным, а прогресс очищения ума будет медленным. And then you will have a fear, frustration, and failure in your life. И затем последуют страхи, разочарования, неудачи в нашей жизни. Are you getting it? Все понимают. I'm not asking you to do the fasting. I'm not asking you to do the silence. I'm not asking you to have a celibacy. I'm just using simple tools which will bring a tremendous change in your life. Гурджи не просит нас голодать или быть в полной тишине или давать обет безбрачия. Он предлагает нам простые инструменты, которые нам помогут. Now see, you have started following these two disciplines, and now in future we have to face some kind of an illness. Now the self-discipline too, that is titiksha, will give me a power to endure. It will not allow my emotions to be, I will not be upset, emotionally upset. I will be able to endure that. И предположим, что мы практикуем эти два вида самодисциплины, тапасия и титикша, и тогда рано или поздно все болеют, и мы тоже можем заболеть, каждый из нас. И во времена болезни проявится умение, выносливости, титикши, и болезнь не так сильно меня расстроит, не будет таких проблем и страданий. It will help you endure criticism. You can effectively deal with any kind of loss or failures in your life. Да также поможет нам справиться с критикой окружающих. Нам проще будет
стерпеть потери в нашей жизни. You know, my friends, that once you started following these two self-discipline, your intellect will be awakened to the very nature of the world outside. Когда мы будем следовать этим двум типам самодисциплины, тогда наш интеллект пробудится к истинной природе этого мира. What is that nature of the world? This moment I relate to the world, there is a profit and loss, there is a pain and a pleasure, there is a victory and defeat. So, what happens when I follow this discipline? I know the nature of the world. If there is a failure, I'll be able to maintain my emotional calmness and then deal with the problem. Что Гуруджи имеет в виду под истинной природой этого мира? Это двойственность этого мира. То есть обязательно есть потери и доходы какие-то, есть боль и удовольствие, есть победа, поражение. И тогда во времена, например, поражений, это поможет, эта самодисциплина поможет мне сохранить ясность и спокойствие ума для того, чтобы выдержать эти потери. You will have a higher level of awareness in dealing in relationship. If someone is reactive, you are able to maintain your calmness. So there is a continuity of relationship, there is a continuity of peace and happiness. У нас тогда будет достаточно осознанности для того, чтобы справиться с проблемами в отношениях. Если кто-то прореагировал как-то в отношениях, то я смогу сохранить спокойствие ума и таким образом сохранить отношения. Does anyone has a question what it has to do with my spiritual growth and awakening? Кто-то задается таким вопросом, а какое отношение вообще все это имеет к моему духовному росту и просветлению или пробуждению? Or your question may be that I have come here to meditate and you are just teaching us how to have a good relationship. Или может кто-то хочет задать вопрос, почему это я ведь сюда пришел медитировать, а вы нас учите, как сохранять отношения? A simple answer. When you follow this self-discipline, number 2, your mind will be free from the distraction, from the reaction and anxiety. You can easily absorb into meditation. It's a purification of the mind. И ответ на этот вопрос очень простой. Если мы следуем второму типу самодисциплины, то есть тикши, то тогда наш ум освобождается от блужданий, от отвлечений, от реакций, от беспокойств, и нам гораздо легче погрузиться в медитацию. Did you understand that? Все понимают? Now your mind is not crazy, it's not lazy, it's not blaming, it's not complaining. So it is the same mind now maintains the state of the calmness. So you have only few thoughts which has no reaction, blame and complaint, and that you can easily control in meditation. То есть этот ум становится не таким безумным, не таким ленивым, ему не хочется обвинять и жаловаться, он становится спокойным. Это означает, что в нем меньше мыслей, а то небольшое количество оставшихся мыслей гораздо проще контролировать в медитации.
Did you understand, Arman? In Понял Vipassana, я. in Vipassana course, these things are not taught. На занятиях по випассаны это не рассказывают. So you see that gradually what happens, your intellect recognizes this world is constantly changing, and it tells the mind, the sun tells the moon, oh, no more attachment, no more detachment, no more likes and dislikes. Что тогда рано или поздно и постепенно происходит? Мы понимаем, что этот мир постоянно меняется, и тогда Солнце, то есть наш интеллект говорит Луне, то есть нашему уму, что не стоит ни к чему привязываться, не стоит делать так, чтобы мне сильно что-то нравилось или не нравилось. So it does not mean if you like pasta, you definitely eat it. But if the pasta is not available, your mind is still calm. Oh, let me have anything to meet my hunger. So you are not affected by the world outside. Это означает, что если мне нравится паста, и эта паста доступна, то тогда я, конечно же, ее с удовольствием съем. Но если ее я не могу сейчас получить, то это никак не нарушает покой моего ума, и я могу удовлетвориться каким-либо другим блюдом. Are you understanding, my friends? You have to start, you have to commit to yourself. Все ли это понимают? Нам нужно начать, нам нужно самому себе пообещать, что я буду так делать. It will be my failure if you do not bring about a change in your life. Girish, your failure or Yes, our yes, failure? it will be my failure. И это будет неудача Гуруджи, если мы не сможем изменить нашу жизнь. I think I might have told you this young guy, 32 years old, and I said, are you doing the practice regularly? After 6 months, I asked him. And he said, I said, what you did yesterday? I woke up in the morning and then I was struggling whether to go for a morning walk or I walk the dog or I do the practice. I said, then out of the three options, what happened? Oh, nothing happened. Then I lied down and I went into sleep and I woke up 1 hour late. I had to report to my work and I was damn frustrated. А иначе произойдет так, как с человеком 32 лет, который учится у Гуруджи уже 6 месяцев, и вот недавно Гуруджи спросил его, а занимаешься ли ты регулярно практикой, и дальше задал вопрос, как сегодня утром, как ты провел свое утро, на что тот ответил, что я проснулся, и я начал раздумывать, что же мне сделать, сходить прогуляться или выгулять собаку, или попрактиковать. И Гуруджи задал вопрос, ну и какой же из 3 вариантов ты выбрал? Ну, я лежал, думал в течение часа, потом заснул, проспал на час, опоздал на работу, и в конце концов весь день был испорчен. And then he challenged me. I've been listening to you for the last 1 year, and there is no change in my life. Are you really listening? I asked him. И затем он также обвинил Гуруджи, что сказал, что я вас уже целый год слушаю ваши лекции, и что-то ничего не меняется. На что Гуруджи ему возразил, действительно ли ты слушаешь? I said, did your mind even thought of the daily routine and the self-discipline that you have to maintain
and you are not maintaining it for the last almost 6 months. How the change will take place? Гурджи сказал, задумывался ли ты над тем, что есть определенная рутина, определенная самодисциплина, которая необходима, и если ты ее не практикуешь, то тогда и не практиковал в течение последних 6 месяцев, то тогда о каких изменениях ты говоришь? What is the reason? Какая причина? I have answer for everything because of the Eastern wisdom and teachings of great masters. У Гуруджи на все есть ответы, поскольку он берет всю информацию, все эти ответы из восточной мудрости и от великих учителей. Simple answer: knowledge will not stay in your mind as long as impurity is there. Простой ответ такой, что знание не задержится в нашем уме, если в нем есть загрязнение. You may understand while listening to me, but this knowledge will not stay when the opportunity comes to apply that knowledge. Your honey says something nasty and you are ready to react. You will forget self-discipline too. Мы можем понимать Гуруджи, когда он нам рассказывает сейчас и описывает все это, мы можем хорошо его понимать, но это знание не применится на практике, когда возникнет соответствующая ситуация в реальной жизни. То есть когда наши родные как-то не так на нас посмотрят, и придет время применить это знание, мы просто забудем о том, что это знание есть, и отреагируем по привычке. Just think last week how many times you had an anxiety, you were upset and you reacted either mentally, verbally, or physically. Knowledge did not stay. That is why you reacted. Просто задайте себе вопрос и посчитайте, сколько раз на прошлой неделе вы реагировали. И это означает что? Что знание в тот момент не было с вами. Именно поэтому вы реагировали. Did you understand, Arman? Понял ли Армен? Arman is very dear to me, that's why. Гуруджи очень любит Армена, поэтому постоянно к нему и обращаюсь. But it doesn't mean that I'm only addressing Arman. Through Arman, I'm addressing you all. Но это не означает, что он только с Арменом тут разговаривает. Он через Армена, с помощью таких примеров с Арменом, он обращается ко всем нам. What it takes the moment you wake up and ready to follow this simple routine that I discussed. Что нам стоит с момента, когда мы проснулись, выполнить эту простую рутину, которую Гуруджи нам предлагает выполнить? Why you are not doing it? Так почему же мы не выполняем? When you wake up in the morning, knowledge is not staying in your mind. That's why you are not doing it. Просто когда мы просыпаемся, то это знание, оно не задержалось в нашем уме. Именно поэтому мы и не выполняем практику. Mind will take you to your habit, impulsive nature. И наш ум увлечет нас за собой в своей импульсивной природе, привычное реагирование. So then you have to use the physical means, your smartphone. Just put the time so that you get a ring and write it down. This is the agenda. Or maybe you can write on the paper and place it where the moment you wake up in the morning you can see it. First time it is very challenging, but after 1 week it becomes full of joy.
И тогда нам нужно использовать всякие вспомогательные средства, нам нужно в смартфоне себе забить напоминание, чтобы оно там прозвенело. Нужно выполнить какой-то момент практику или на бумажке написать себе план, когда я что буду выполнять. И первые разы, конечно, это все будет очень сложно и трудно сделать, но Гуру же нам обещает, что спустя уже неделю это будет все очень просто, и мы будем это выполнять с радостью. Maybe one more session I will take on tapa and titiksha. I will move forward, whether you do it or not. Возможно, еще сессию Гуруджи потратит на то, чтобы нам порассказывать о тапасе и титикше, а дальше он пойдет рассказывать дальше о следующих методах, неважно, будем ли мы выполнять или не будем. Mind is a necessary evil. You cannot do anything without it. But if you do anything with the impurity of the mind, it will continue to have fear, frustration, failure, reaction, anxiety. Наш ум – это необходимое зло. Мы ничего без него сделать не можем, но если мы будем поддаваться нашему уму и делать все, как он говорит, то тогда наша жизнь будет полна страха, разочарований, реакций и так далее. You are not suppressing your mind, you are not fighting with your mind, with the self disciplined one. You have found, you remember the agenda, these things I need to do every day in the morning. Maybe the first day, second day you forget. Moment you forget and you have a time during the day, do all those practices and you will see the change. Мы не подавляем свой ум, мы не боремся с нашим умом, мы просто помним о том, что необходимо сделать. И в тот момент, когда мы вспомнили, мы делаем. А если мы забыли и вспомнили в течение дня, например, что надо было утром сделать, ну тогда стоит выделить время в течение дня и сделать So not only it will purify your mind, but it will also help you. What it will help you to develop the mental strength. Это позволит нам не только очистить наш ум, но также выработать умственную силу, ментальную силу. You'll be less affected by the strong sense of likes and dislikes, attachment and detachment, and that will keep your mind calm and relaxed. Нам уже не так важно будет то, что нам нравится или не нравится. Мы не так сильно от этого будем зависеть, не так сильно будем к этому привязаны. И это позволит нашему уму быть более расслабленным. Warning and also the caution and understanding. There is a lot of misunderstanding about the tapa, that I will stand on one foot for 5 hours and then it will help me awaken to the spirituality. Answer is no, it is a self-punishment. Здесь нужно обязательно предупредить всех, что существует множество заблуждений по тому, что такое тапасия. Кто-то говорит, что нужно на одной ноге простоять 5 часов, и это каким-то образом поможет мне достичь просветления.
или поднять мой уровень осознанности. И здесь ответ нет, это лишь форма самонаказания. It has nothing to do with the self-punishment and self-denial. Why I brought this topic? Тапасия ничего общего не имеет с наказанием или с самоотрицанием. Именно поэтому Гуруджи и поднял эту тему. So maybe if you have a habit of taking a cup of tea or coffee, the moment you wake up, take it. But after that, you follow the discipline. И если, например, у вас есть такая привычка утро начинать с кофе, то без проблем начните утро с кофе, а после кофе займитесь самодисциплиной, практикой самодисциплины. Why? Because that thought of the coffee or the tea will not continue in your mind at the time of doing all these practices. Почему? Потому что тогда эта мысль о том, что хочу кофе, она не будет вас отвлекать в практике. So you accepted the order of the mind in the beginning, and once you follow this discipline of 3 to 4 weeks, you'll be able to leave it. И если мы так эту практику будем выполнять, то спустя несколько недель мы сможем отказаться. Leave what? Practice or coffee? Yeah, coffee. You will have no urge because the mind has changed. Если мы так построим нашу практику, то тогда уже спустя несколько недель мы сможем отказаться от этой привычки пить кофе с первым делом с утра, потому что ум поменяется. So don't tell me that I take one pack of vodka every day when I wake up in the morning. I don't have any solution for that. Но если кто-то скажет, я утро начинаю с бутылки водки, то для таких людей у Гуруджи нет никаких решений или рекомендаций. But more dangerous when you wake up in the morning and you have a reaction, blame, complaint, hatred against someone. It is more dangerous than vodka. Но еще более опасно, чем водка, это если, просыпаясь утром, первое, что вам приходит в ум, это обвинение, жалобы, это реакция на кого-то и мысли такого плана. So please listen and learn. So while listening, you make the main points that is in this talk, and then you are ready to follow that discipline from tomorrow in the morning. Поэтому, пожалуйста, слушайте, и вот когда вы послушали эту лекцию, то тогда для себя выделите самые важные моменты этой лекции, и тогда мы будем готовы практиковать самодисциплину.